Нежнейший крем из ревеня и клубники в песочной корзинке. Удели всего 3 минуты, и ты не пожалеешь, что кликнул сюда. Итак, сеем муку и в то же сито добавляем немного разрыхлителя. Все граммовки, как всегда, в описании. Сливочное масло нужно заранее подморозить или достать из морозилки. Натираем на крупную терку. На мелкой будет слишком много комков. Хорошо обваливаем в муке, пока не растаяло. Вбиваем в мисочку 2 яйца. К ним сахар и молоко. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар растворился. Выливаем нашу болтушку в муку с маслом и вымешиваем ложкой, пока тесто не соберется плюс-минус в комок. Дальше продолжаем руками. Месим быстро, чтобы масло не растаяло от тепла наших рук. Когда тесто будет однородным, убираем в пакет и на полчаса в холодильник. Первая часть начинки – заварной крем. Молоко отправляем подогреться. В кастрюльку 2 желтка и туда же 2 яйца. Еще сахар, крахмал и ванилька. Хорошо перемешиваем, для того чтобы крахмал и сахар разошлись. Отправляем все на плиту, на слабый огонь, и понемногу добавляем горячее молоко. Крем обязательно нужно помешивать на слабом огне до загустения. Когда он будет готов, нужно дать ему пару раз булькнуть, но не дольше 15 секунд, а то подгорит. Главный ингредиент – клубнично-ревеневый крем. Ревень нарезаем крупным кубиком. Кислинка этого сезонного продукта дает по-настоящему летний свежий вкус. И, конечно же, трудно представить лето без клубники. А вместе это просто летний шедевр. Режем таким же образом. Для приготовления ничего сложного не нужно. Ревень в кастрюльку, туда же клубнику. И присыпаем сахаром. Через 10 минут на среднем огне затягиваем крахмалом. Тесто делим на части в зависимости от вашей формы. Если это большая форма для пирога или раздвижная для бисквита, можно оставить одним куском. Главное промазать все сливочным маслом. Раскатываем примерно до 2-3 мм толщиной. Я сделал чуть толще, поскольку люблю это тесто. И расправляем по форме. Отправляем в духовку. После выпекания на низ кладем заварной и сверху закрываем клубнично-ревеневым кремом. Отлично подходит для чаепития прекрасным летним вечером. По желанию можно украсить мятой или орехами. А что бы ты хотел съесть летом? Пиши в комментариях. Надеюсь, видео было полезным и благодарю за просмотр. Всего вкусного!